Косторной пришлось публично покаяться перед Тутберидзе. На фигуристку было жалко смотреть. Этери простила запутавшуюся ученицу по просьбе дочери. Благородно, но тренер ничем не рискует. Сериал с возвращением Косторной к Тутберидзе завершен. Когда только пошли слухи о скандальном трансфере, у многих в голове был один вопрос. Зачем это Этери? Ответ по всем законам мыльных опер дали в финальном эпизоде. В сюжете Первого канала Тутберидзе предстала мудрой и великодушной женщиной, которая прощает сбежавшую ученицу, не смея перечить заветам Бога и желанию дочери. Этери раньше не была обделена народной любовью, а теперь ее и вовсе считают святой. Лучший пиар компании и не представить. И пусть 17-летней девочке пришлось публично каяться на всю страну. Ничего, потерпит. Лучшая фигуристка мира прошлого сезона кается на всю страну, признает вину и рассказывает, как ей не хватало Тутберидзе в другой школе. Имя Плющенко, выполнявшего все ее прихоти, спортсменка не произносит ни разу. Создается впечатление, что Алена не ушла от тренера, который работает в государственной школе, а совершила уголовное преступление. Одна из лучших фигуристок в истории предстает в роли заблудшей души, отчаянно пытающейся вернуться на путь истинный. Несмотря на улыбку, с которой Алена дает интервью, на нее жалко смотреть. Как на злостного нарушителя закона, получившего второй шанс. Однако в сюжете о личной драме Косторной главная героиня вовсе не Косторная. Зрители увидели историю о тренере Этери Тутберидзе, которая не только великий профессионал, но и мудрейший человек, обладающий даром прощения. Диана была ее адвокатом. Дочка сказала: «Мама, ты должна дать шанс. Мне кажется, Бог велел все-таки давать шанс. Не хочу держать в голове мысль, что я могла не дать возможность. Тогда человек остается с нереализованной надеждой на всю оставшуюся жизнь», объяснила свое решение Тутберидзе. Решение принять Косторную обратно действительно выглядит благородно, ведь в противном случае Алене наверняка пришлось бы повесить коньки на гвоздь. Но вот никакого риска это благородство не несет. Если Косторная будет кататься так же волшебно, как в прошлом сезоне, то Этери получит первую взрослую чемпионку и окончательно утвердит свое величие. Если же чудесного камбэка не произойдет, то вся вина будет лежать на Плющенко. Этери Георгиевна, вы святая. Решение Тутберидзе простить Косторную произвело фурор. Болельщики восхищаются мудростью тренера. Впрочем, некоторые видят в ее поступке тонкий расчет. Судьба смилостивилась над фигуристкой Косторной. Этери Тутберидзе все-таки берет Алену в свою группу, но только на испытательный срок и с условием, что спортсменка за 2 месяца вернет тройной аксель. Решение тренера вызвало бурную реакцию болельщиков. Кто-то восхищается мудростью и человечностью Тутберидзе. А кто-то уверен, что фигуристки намеренно поставили невыполнимые условия. Так Этери святая или возвращение Косторной – план мести. Умение признавать ошибки – качество сильного человека. Возвращение Алены в Хрустальный невозможно было предугадать. Фигуристка со скандалом уходила от тренера, который привел ее к громким победам. А Плющенко, даже несмотря на 6-е место Косторной в финале Кубка России, строил на ученицу грандиозные планы. Обучить ее четверному прыжку и помочь отобраться на Олимпиаду. Но Алена выбрала иной путь. Она отказалась от комфортных условий, смирила гордыню и попросилась обратно к Тутберидзе. Многие болельщики в соцсетях поддержали решение спортсменки. Молодец, Алена! Умение признавать ошибки – качество сильного человека. А не ошибается тот, кто ничего не делает. Я уважаю людей, которые могут прийти и извиниться сами, наступить на горло гордыни. Удачи Алене! Все мы ошибаемся в этой жизни, и Алена не исключение. Главное, она поняла и осознала, что без Этери ей не быть. Алена взрослеет, что-то переоценивает. Ошибаться неплохо, важно уметь просить прощения и признавать неправоту, что она и сделала. Все хвалят Этери, но еще сложнее, мне кажется, было Алене.
Принять свою вину и извиниться, практически наступить на гордость и признать ошибки. Не каждый может, это очень сложно, и это дикое давление. Преклоняюсь перед всепрощающей мудростью Тутберидзе. До последнего было непонятно, сможет ли Тутберидзе простить Алене все обиды и вновь принять ее в группу. Этери Георгиевна очень ранимый человек, которого уход ученика задевает до глубины души. Но оставить Косторную без шанса тренер себе не позволила. Решение Тутберидзе произвело настоящий фурор. Соцсети и ленты комментариев утонули в сообщениях о величии, мудрости и человечности Этери Георгиевны. Умение прощать – свойство сильных. Вряд ли многие смогли бы в данной ситуации поступить так же великодушно, как Этери. Восхищаюсь Этери Георгиевной, мудрая женщина. Этери Георгиевна, вы святая. Простить предательство – это сильно. Преклоняюсь перед всепрощающей мудростью Этери Георгиевны. Так могут действительно только великие тренеры. Умница Этери Георгиевна. Действительно, человек с огромным сердцем. Повезло ей с тренером, человек с исключительно доброй душой. Но не может Этери мстить и просто забыть своих учениц по-настоящему. Большой поступок великого тренера. Однако некоторые болельщики считают, что Тутберидзе стоило бы проявить хладнокровие и отказать фигуристке. Ох, Этери Георгиевна! Змею пригрели на груди. Она вам еще отплатит за добро. Люди не меняются. Я одна не поддерживаю решение Тутберидзе. По-моему, это было неправильно. Пускать обратно к себе человека, который так некрасиво ушел и поливал активно тренеров весь год. Как легко и просто все у Косторной. Захотела, ушла, захотела, пришла. И Этери прям сердобольная, дать шанс захотела. Косторная не первая фигуристка, вернувшаяся к Тутберидзе, но еще ни разу возвращение не проходило в таком формате. С публичным предъявлением условий и высокими речами о прощении. Некоторые любители фигурного катания сочли, что перед Аленой специально поставили невыполнимые условия, чтобы отомстить за старую обиду. Медведевой, слава богу, дают возможность восстанавливаться после травм, болезни, но Алена должна после всех проблем доказать, что она достойна кататься в этой богом целованной группе и запрыгать триксель за 2 месяца. Не очень верю, что за 2 месяца можно восстановить тройной аксель, при этом еще и сохранив его на долгосрочную перспективу. То есть Алена, пережившая вирус, ангину, стрессовый перелом и проблемы со спиной, до конца сезона должна работать без выходных и восстанавливать тройной аксель. Восстановить триксель в конце сезона в пубертат, с нездоровой спиной, после вируса с ангиной. Надеюсь, не закончит как Канышева. Какой тройной аксель она запрыгает вам? У нее же травм куча. Просто так назад не берут. Условия с тройным акселем тяжелые, мне кажется. А если не восстановят? Тогда и сюда не примут, и Плющенко не возьмут, и все, конец карьеры. Успехов ей! Другая же часть болельщиков уверена, что Тутберидзе знает, что делает, и имеет шанс привести подопечную к успеху. Не думаю, что, если она будет пахать, но триксель не вернется, ее погонит. Они хотят оценить ее желание работать. Этери лучше видно, нормальное ли у нее состояние здоровья для тренировок и возвращения тройного акселя. Ого, восстановить тройной аксель до конца сезона. Круто, если получится. Удачи Алене. Сказано восстановить аксель. Не прокатывать программы с ним. Не показывать его на шоу. Так что идея выполнима, Этери все же тренер и учить умеет.